Доброе утро! Снова взошло палящее иранское солнце. И отметка термометра уверенно приближается к 40 градусам. Я прибыл на автовокзал Тегерана, чтобы запрыгнуть в комфортабельный автобус с кондиционером и отправиться на юг Ирана, в город Кашан, чтобы приобщиться к культурному наследию страны. Вперед! А пока я жду автобуса, соберу информацию о Кашане и поделюсь ею с вами. Название Кашан происходит от слова «Кассиан». Так называли самых первых жителей города, появившихся тут 7000 лет назад. В свое время Кашан являлся излюбленным местом отдыха царей из династии Сефевидов. В 1778 году землетрясение сравняло с Кашан с землей. Были разрушены почти все строения, возведенные сефевидским шахом Аббасом, и при этом погибло 8000 человек. Но город отстроили заново, и сегодня он стал одной из самых известных туристических достопримечательностей Ирана, благодаря множеству шикарных особняков 18-19 веков, которые представляют собой лучшие образцы искусства каджарских времен. В эти же века Кашан являлся важным центром производства высококачественной керамики, гончарных изделий и изразцов. В персидском языке слово «изразец» или плитка «каш» происходит от названия города Кашан. Сегодня Кашан славится на весь мир шелком и текстильными изделиями, а кашанские ковры ручной работы стали одним из самых известных и дорогих мировых брендов. Почти за $5 в Иране получаешь сервис, как в самолете. Разносят прохладительные напитки, сок, вода вообще бесплатно, бери сколько хочешь. И набор сухпайка. Наш водитель ушел за кофе, а на улице плюс 42. Загораем возле автобуса. Спустя минут 30 водитель вернулся к автобусу, и мы продолжили свое движение в сторону Кашана. Однако, к моему удивлению, автобус не заехал в сам город, а остановился на трассе, и пришлось брать такси. Вариант прогулки 10 километров с рюкзаком в 40-градусную жару я отмел сразу. Благо нашлись попутчики, и без того не очень дорогое такси в Иране обошлось мне совсем дешево, примерно 60 российских рублей. На такси я доехал до центра города, где удачно вписался в шикарный хостел, без предварительного бронирования. Вечерело, и чтобы не пропустить мягкий и красивый вечерний свет, я, не теряя времени, отправился к мечети Ага-Базорг, которая расположилась на соседней улице с хостелом. Оккультуриваться надо, как-то в свое время говорил Михаил Сергеевич Горбачев, еще во времена Советского Союза. Да простит меня Аллах за произнесение его имени в мечети. Тем не менее, вот мечеть. Будем оккультуриваться. Нельзя сказать, что я являюсь ярым поклонником мечетей, хотя посетил я их уже немало и в Турции, и в Иране. Однако мечеть Ага-Базорг в
Кашани производит весьма положительное впечатление и наполнена какой-то своей неповторимой аурой. Историческая мечеть Ага-Базорг была построена в конце XVIII века мастером Устадом Хаджем Сабан Али в центре города. Именно здесь Устад Али Мариам начал в качестве ученика свою блестящую карьеру архитектора. После посещения мечети я вернулся в свой замечательный хостел. Хостел находится в традиционном иранском доме, и его атмосфера полностью погружает в восточную сказку, где можно представить себя иранским шахом или султаном. В практическом плане было здорово отдыхать, поднявшись вечером на второй этаж открытого дворика, и наслаждаться чистым воздухом и звездным небом. Первая, с кем я познакомился в хостеле, оказалась Далия. Далия из Мексики, она преподаватель испанского языка. Далия, what you say Russian people? Hola a todos los rusos de what is your town? Yeah. I from Vladimir. Vladimir town. Vladimir. Yes. Vladimir. And you? Yo soy de Chihuahua, México. Chihuahua. Sí, al norte de México. Nice name, Chihuahua. Yes, Chihuahua, México. Chihuahua, Mexico. It's big and
is muy lindo, very beautiful. Yes, I know. Many mountains there. Yeah, Okay. very hot. Very hot mountains. Hot. Hot. Like here. Hot. So this Yes, this muy- very hot. sí, muy Yes. caliente. A них very hot too. Sí. Not everywhere, but many parts. Very hot. I know. В общем, жарко у нас в Иране и жарко у них в Мехике. Всем привет. Adiós. Но как бы не было хорошо в прохладном доме, пора выходить на улицу, подставив грудь раскаленному воздуху, а взор обратить на достопримечательности Кашана. И начать я решил с общественной бани султана Ахмата Амира. Продолжается моя восточная сказка в Иране. Я по-прежнему нахожусь в городе Кашан. Сейчас я забрел в бани султана Амира Ахмата, которые выполняли роль общественных бань аж с 16 века. Надо сказать, что на Востоке всегда знали толк в банном деле, и этот хамам выглядит просто великолепно. Не хватает только хорошей компании и прохладительных напитков, чтобы замечательно провести здесь время. Поскольку хамам является музеем, окунуться в оздоровительные процедуры не получится. Поэтому давайте окунемся в историю персидских бань. Кстати, по-персидски хамам также называют гармаби, что означает горячая вода. Еще до появления ислама, когда Иран был зороастрийским, чистота тела считалась очень важной с религиозной точки зрения. К примеру, во времена специальных зороастрийских церемоний участники проводили особые омовения и одевали белые одежды. Также у зороастрийцев было принято перед молитвой умывать лицо и руки. Такое омовение и место для него называли подъяв. По мнению лингвистов, именно от слова «подъяв» происходит французское «пасио» или «патио», что означает дворик с фонтаном или небольшим бассейном посредине. Разумеется, с принятием ислама омовение стало играть еще более важную роль в социальной и религиозной жизни общества. Теперь место подъявов заняли вузу-хана. У мусульман принято два вида омовения. Вуду-вузу – более простой вариант, обязательный перед чтением намаза. В этом случае омывают только лицо, руки до локтя и ноги до колен. Однако в определенных случаях мусульманам предписывается совершать гусль. Это полное омовение с головы до ног. Неудивительно, что в большинстве старинных хамамов Персии, которые мы видим сегодня, выстроены рядом с мечетями. Культура иранских хамамов
постепенно распространилась и в Османской империи, и даже встречалась в некоторых частях Африки. Она тесно переплетена с иранской историей и за столетия стала неотъемлемой частью жизни иранцев. Неудивительно, что с ней связано множество церемоний. Так, например, посещение бани губернатором или главным мулой обставлялось со всей возможной пышностью и сопровождалось шествием. Красивая традиция связана со свадьбой. Хамам арендовали в последний день, который девушка должна была провести в доме отца, и приводили туда невесту. Ее украшали, одевали и обязательно смазывали ее ладони и ступни хной на счастье. Эту церемонию называли ханабандан. В это время жених готовился в другом хамаме, также мылся, причесывался, одевался и страшно волновался. Хамам во все времена был не просто баней, а местом, где люди встречались, общались и обменивались новостями. Я поднялся на крышу банного комплекса. Солнце находится в зените. На улице 45 градусов. А я гуляю по крыше. Кто молодец? Я молодец. Проспал все утро, пока было хоть как-то прохладно. А в самое пекло отправился на прогулку. От общественных бань давайте перейдем к частным домам достопочтенных иранцев, ныне имеющих статус культурных достопримечательностей города, и посмотрим, как жили богатые семьи Персии еще в незапамятные времена. Наряду с банями султана Амира культурными и историческими достопримечательностями Кашана являются два традиционных иранских дома. Это дом Таматабани и дом Аббаси, где сейчас я и нахожусь. Дом Аббасий – это крупное историческое здание в Кашане, построенное в конце 18 века и являющееся образцом кашанской жилой архитектуры того периода. По некоторым сведениям, здание принадлежало влиятельному богослову, а по другим – успешному торговцу. Дом Аббасий имеет 4 внутренних двора с бассейнами и несколько десятков комнат, приспособленных для разных целей, и подразделяющихся на хозяйственные и гостевые. В одной из частей дома был устроен потолок из зеркал, который при искусственном освещении должен был создавать подобие ночного неба со звездами. Здание богато декорировано, стены украшены резьбой, а купол предусматривает лишь частичное попадание света в жилые помещения, чтобы предотвратить слишком сильный нагрев воздуха. В здании существуют также тайные ходы, сделанные, возможно, для бегства обитателей жилища в случае нападения или чрезвычайной ситуации. Сегодня дворец является музеем и охраняется Организацией культурного наследия Ирана.
Неподалеку от дома Аббасий, через небольшую площадь и пару узких улочек, рядом с мечетью, расположился еще более грандиозный по своим размерам и убранству исторический дом Таматабаи. Дом Таматабаи выгодно отличается от дома Аббасий тем, что его бассейны полны воды и работают фонтаны. Смотреть на живительную влагу в такое пекло – это ни с чем не сравнимое удовольствие. Дом Таматабаи, или на персидском Хани Табатабай, является историческим городским особняком в центре Кашана. В начале 19 века, когда торговля в Кашане шла очень бойко, торговцы богатели и соревновались в строительстве шикарных особняков. Великолепный дом Таматабаи появился в 1881 году. Особняк имеет 40 комнат и отличается поразительной лепниной и витражами, чудесным главным двором с патио и верандами. Интересный исторический факт. Когда другой богатый купец из Кашана решил жениться на дочери Табатабаи, будущий тесть поставил ему необычные условия. Он провел потенциального зятя по своему дому и сказал, что отдаст дочь в жены только если тот выстроит для нее нечто не менее замечательное. Зять свое слово сдержал. И дом Борджио-Джерджи, хотя и меньше по размеру, сегодня также является одной из достопримечательностей города.